Ребят, всем доброго времени суток. Перед просмотром видео прошу вас подписаться на канал и вступить в наш телеграм-чат, потому что осталось всего лишь 30 человек до нового розыгрыша золотых ракушек. Будет сразу 3 победителя, не один, как в прошлый раз, а 3. Все подробности будут в розыгрыше, в описании, в правилах розыгрыша, когда участников станет больше 1000 человек. Сейчас мы с вами рассмотрим новое событие третьего сезона, но перед ним, его добавили только сегодня, перед этим событием мы с вами пробежимся по интересным нововведениям. Ну вот то, что я говорю в предыдущем видео, теперь можно смотреть вот все обзоры третьего сезона, вот тут вот в подробностях. Дальше вот это вот новое, смотрите. Вы должны открывать порты, то есть очки от открытий зарабатывать, сокровища, товары, все вместе это будет у вас копиться. Статистика освоения называется. И за суммарное количество очков вы получите сундуки. Чем больше очков ваш союз наберет, тем награды финальные будут выше. Вот, ваш союз может захватить остров, получить награду, достигнув определенного уровня освоения. Каждый остров может быть захвачен только одним союзом. После захвата острова остальные союзы получают назад потраченные фрагменты карты. И фрагменты позволяют увеличить прогресс освоения. Видите, предусмотрено не более 8000 фрагментов карты на союз. Вот это вот нововведение. Вот, вы можете дальше прочитать, что здесь написано. Потом посмотрим, как это будет на практике, когда мой основной аккаунт уже зайдет в третий сезон. Сейчас я зашел с первого аккаунта, он у меня на 30-м сервере. Самое интересное, это вот, смотрите, союз, которым первым освоит остров, получит награды в соответствии с освоенным местом. Вот то, что я говорил вам в предыдущем видео, видите, после успешного освоения вы получите уникальные товары. Вот этот банан у меня был, и вот еще два уникальных товара, которые стоят 1200 золота одна штука. То есть, если там синий стоит 300 золота, да, купить, ну, покупка-продажа, здесь 1200, вот, в 4 раза почти выгоднее будет торговать этими товарами. Вот, и сила боя будет увеличена благодаря таинственному благословению, новинка. И вот морские племена, живущие неподалеку, спрятали на острове свои сокровища, забирайте все. И также можно, видите, здесь чертежи сразу 3 кораблей достать. То есть приток чертежей будет гораздо больше в третьем сезоне. Вот так вот это выглядит, видите, захваченные острова. То есть здесь самое главное, понятно, захватить нужно первый остров, второстепенный тоже, как можно больше, и получить награды за первый захват. Вот, ну, здесь находиться надо необходимо в топ-1 союзе. Вот вы можете видеть другие сервера, как это выглядит. То есть вот, вот мой союз, вот мой сервер 30-й. Там в итоге все донатеры бросили игру. И самый топовый это Бро. Вот они захватили 1, 2, 3 острова. Видите, здесь также есть захваченные острова. Можно посмотреть, захваченные острова за неделю тоже по количеству островов, получается, зависит сундук, который вам выдается. Здесь ускорение, дерево, железо. Здорово. И в итоге еще есть награды уровня, то есть по суммарному количеству очков, R4, R5 потом будут распределять эти сундуки. То есть, смотрите, R5 получает автоматом вот этот вот сундук, здесь 5 золотых ракушек, чертеж, 10 обычных ракушек, ускорители 20 часов. И дальше на весь союз, обратите внимание, вот это вот количество сундуков, то есть 5 плюс 20, 25, плюс 60, 85 и еще 70, соответственно, 155. 155, а участников 180. Вот, и в итоге вот такая морока, здесь нужно будет распределять эти все награды. Ну, вообще-то похоже очень на КВК, когда вы захватываете корону, то монарх распределяет королевские наборы, называются. Это чем-то похоже на королевский набор. Обратите внимание, что здесь находится. То есть вот вам, вы сможете получить один сундук по вашим заслугам, по количеству очков. Здесь у нас 5 золотых ракушек, 10 обычных, 2 часов ускорения. То есть то же самое, что вот этот вот сундук, видите? Просто, получается, R5 получит этот сундук сразу же автоматом. И, например, себе еще может дать вот эти вот, еще один сундук золотой. Вот, и здесь у нас 1000 изумрудов. Молотки, чертежи. Вот, классно. Здесь у нас что? 800 изумрудов в сумме. Молотки, чертеж опять. Вот, здорово. Значит, и заметьте, что здесь сразу 20 частей. То есть не 10, как на арене вы собираете, а 20. 10 ракушек, ускорителей. То есть здесь нет золотых ракушек. Вот в чем разница. Здесь у нас 600 изумрудов, тоже самое. Молотки, чертеж. Уже 8 обычных. И ускорение не 20 часов, а 12 часов. И в обычном, значит, да, в обычном сундуке 400 изумрудов, опять чертеж. И ракушек 4 и 10 часов ускорений. Вот, ну, нормально. Значит, понятно, в общем, вы захватываете вот эти вот острова. Идеально было бы захватить вообще все. Вот, но, видите, здесь другие сервера, целых 6 серверов. Поэтому вот так вот. Значит, это первое интересное нововведение. Дальше по сезону специализации. Тут у нас появляется новая специализация. Это вот это. Каждые 8 раз, когда союзный корабль применяет прямое лечение, это вот когда Ванда лечит как раз таки 5 кораблей, с 5 кораблей во флоте снимаются заряды горения и пробоины. Вот. То есть то же самое, что Корделия делает, снимает эти заряды. И тут тоже вот новое, видите. По атаке вдогонку, как раз таки делает Ванда. Я ее обзор уже выкладывал в видео с обзором третьего сезона, я про нее говорил, про ее скиллы. Вот, так что вы заново потом будете открывать. Также еще люди спрашивали про созвездие, что происходит здесь с третьим сезоном. Ничего не удаляется, видите, то есть вопрос был, а что у нас удалятся все наши исследования, эти созвездия? Нет, прогресс сохраняется. По поводу третьей ветки я не знаю, я здесь не вижу, но аккаунт как бы довольно слабый, я 2 месяца назад бросил в него играть, потому что не хватало времени, поэтому по поводу третьей ветки я вам не могу сказать, скорее всего ее не будет.
Это я вам скажу буквально через неделю, когда мой основной аккаунт зайдет в 3-й сезон. Дальше. Теперь мы приступаем, собственно, к разбору самого события. Значит, ну вот, еще вопрос был по вызовам. Да, открывается отдельная веточка с вызовами. Вы сможете переключаться теперь между тремя. И здесь будет, обратите внимание, 10 глав, не 15, а 10 всего. То есть вызовов будет не 450 звезд, как раньше, а всего 300 звезд. Вот, давайте приступим к обзору нового события. Сейчас я вам покажу. Так, еще, кстати, пока я не приступил, значит, смотрите, здесь у нас что появляется. То есть 3-й кораблик, вот этот вот золотой. И вы еще сможете купить чертежи, ну, если вы не покупали, то они сохранятся с того магазина 2-го сезона. Это вся валюта сохраняется, и валюта 1-го сезона тоже сохраняется. То есть магазин просто расширяется. И также в 3-м сезоне вы сможете купить аж 15 золотых ракушек. Тоже огромный плюс. То есть здесь, получается, вам нужно будет 7500 этой валюты. Чтобы я вам советовал покупать, если вы купили, конечно же, золотой корабль, то чертежи, нет смысла сейчас на них тратиться. Вы все свои валюту всю эту 3-го сезона вливаете в золотые ракушки. Это приятно, что целых 15 штук бесплатно вам дадут. Теперь... Раньше такого не было, они же убрали на время, когда вот добавили крафт кораблей, и нельзя было эти купить чертежи. Я спрашивал у игроков в 3-м сезоне, они говорили, нет, этого предложения не появлялось. А теперь они его опять добавили, и можно, как раньше, купить за $100 сразу золотой кораблик легендарный. Вот. Вы можете, конечно, попытать удачу, 7 раз скрафтить синий, на 8-й вам упадет легендарный тоже, но, сами понимаете, потом придется навыки с большой долей вероятности менять. Также потом вот это предложение ценное, это 5 ракушек, и вы можете скрафтить сразу же еще кораблик и на разбор, например, пустить на будущее. Вот. Все, по поводу наборов все. И еще, знаете, что по поводу пропуска, это вот это вот зов ветра, здесь тоже, значит, смотрите, чертежи будут даваться тоже, если вы купите, а это выгодный вариант, то на разбор потом. Вот, открыть, что у них тут? Просто рамка та же самая, то есть новинок нет, опять, если брать, то только за $25 левую, правая ничего вам не даст особенно. Также вот вопрос был по этому новому кораблю, также здесь, видите, появилось счастливые значения, то есть 7 раз вы делаете, крафтите, и на 8-й вам золотой выпадает. Тут какие навыки у него добавляются новые. Вот, увеличение сплэш урона, как я говорил в предыдущих видео, то есть урон от орудия это сплэш урон, соответственно, урон по области, подходит для монстров, убийство монстров и нанесение урона портом. Если в PvP бои, то этот урон равномерно распределяется сразу же по всем противникам. Дальше, это самый крутой навык, называется высший навык, то есть увеличить сплэш урон до 20%, после каждых 8 единиц урона от орудий, нанесенных кораблем, сразу запускается одна обычная атака. Такой вариант еще навык, который может вам выпасть с крафта. Когда союзный корабль совершает обычную атаку с вероятностью 10%, он также сразу запустит обычную атаку. Вот. То есть может срабатывать не чаще раза в 4 секунды. И третий навык, когда корабль наносит урон от орудия, он с шансом 30% наносит цели дополнительный урон от орудия в размере 240% от атаки. И этот эффект может срабатывать не чаще раза в 6 секунд. Обычные, эксклюзивные навыки золотые. Увеличение урона от орудий до 14%, увеличение атаки корабля на 6, урон от орудий на 9, и каждую шестую обычную атаку броня корабля увеличивается на 3%, а урон от орудий на 5%. И здесь также видите эффект накапливания, суммирования урона. Все, остальные навыки уже обычные, которые вы можете видеть уже сейчас при крафте. Здесь ничего нового нет. Один какой-то высший из этих трех, и, соответственно, вот эти вот 3 навыка. Ну, вам, заметьте, что это как бы эксклюзивный навык, который должен быть на этом корабле, но при крафте вам может попасться навык какой-то вот отсюда, поэтому придется вам заменять, и вам нужно будет поэтому иметь про запас золотые осколки от разбора других кораблей золотых, поэтому вам это вот пригодится, но мой совет вам купить именно за $100, и там уже гарантированно будут самые лучшие навыки стоять, вы себе сохраните, соответственно, деньги. Также, ребята, еще одним отличием являются новые награды. Смотрите, то есть, если раньше у нас за пополнение на 500 ежедневной изумрудов у нас давалось, соответственно, 2 обычные ракушки и по одной обычной ракушке на 2, 3, 4 день, то теперь они взяли и подняли уровень наград. Теперь это золотая ракушка, это здорово. Это именно в 3-м сезоне такая тема. Соответственно, опять за 5-й день теперь у нас, как и уже было в последнем таком событии, 10 жетонов. То есть раньше тоже 10 жетонов здесь не было. В общем, ценность этого события они увеличили. То есть раньше уже под вопросом было, да, покупать ли 500 изумрудов всего лишь ради какой-то одной ракушки или нет. Теперь, в принципе, теперь есть смысл. То есть вы просто бонусом за обычное... То есть как еще вопрос был, как донатить в эту игру максимально с маленькими суммами и максимально грамотно. Это вот всего лишь в наборе недели покупать первый набор за $1, или там 98 рублей, и второй набор за $3. И я советую, чтобы добивать вот эту вот цель этого события, покупать всего лишь вот этот вот печати. То есть вы будете заодно качать гильдии, и вот у вас оставшиеся 100 изумрудов. И вы так быстрее качнете ваши гильдии. Поэтому вот так вот вы можете выполнять и максимально грамотно донатить в эту игру. То есть покупать ракушку золотую по нормальным ценам. Все остальные наборы уже не такие выгодные.
Но либо вы, конечно, можете в наборе недели покупать вот это, вот, чтобы выполнять сразу задание, но вам всего дадут 5 обычных раковышек, а золотую не дадут. А лучше, конечно же, здесь копить именно золотые. Еще обратите внимание, тоже меня люди спрашивали по поводу этих жетонов. То есть жетоны третьего сезона такие же или нет? Конечно же, они такие же. То есть вы сможете ваши старые жетоны обменять на героев S3. Поэтому, пожалуйста, эти жетоны копите. Если у вас уже хорошо прокачаны ваши герои, вот у вас второй сезон, он там, кстати, затянется, вы будете довольно долго во втором сезоне, из-за того, что теперь 6 серверов переходит в третий сезон. Поэтому вы эти свои жетоны копите, было бы здорово, если вы накопили бы 60, но чтобы их обменять на нового героя третьего сезона, вы, конечно же, должны вначале крутануть здесь, использовать золотые ракушки и его получить себе на склад. Вот, то есть, поэтому вы можете так сделать, как у меня, например, где-то 40 круток уже будет сохранено у вас, вы с этими крутками переходите в третий сезон, докручиваете, получаете там Оби или Ванду, и жетонами уже добиваете третью или четвертую звезду сразу же, понимаете? Не качайте сейчас там героев второго сезона на 8 звезд, например, то есть там разница не такая большая будет в их скиллах. Лучше вам, конечно, новых героев сразу же качнуть на 4 звезды. А потом уже, если у вас прям очень много золотых ракушек, вот, повторюсь, в календаре у нас будет возможность потом призвать еще вот по неделе Аделину и Танаку. Поэтому и к ним, видите, артефакты также. У меня лично не получилось призвать вот этот вот артефакт на стратегический урон. Тогда еще мне выпал обычный артефакт с 60 золотых ракушек. Мне было очень обидно. Изначально же вероятность выпадания артефакта была 80%, это потом не сделали 100%. Потому что реально чувствуешь себя обманутым на деньги. То есть ты потратил 60 золотых и получил обычный штурвал на Ахаба, который у меня и так уже есть. Поэтому мне, наверное, придется, я не знаю, мне не хватит, у меня нет вообще сейчас золотых ракушек. Очень много нужно ракушек, чтобы выбить и эти два артефакта, и Оби, и ее выбить. Кстати, видите, здесь показывают парный герой, то есть Уилл будет призываться, а это плохо, что Уилл, потому что у нас Танака заменяет этого Уилла. Зачем он нам нужен теперь? Это вот плохо, минус единственный. Тут тоже Оскар, видите, зачем нам нужен Оскар, если у нас есть Ци? Это косяк. Ну ладно, пусть жетоны, пойдут на жетоны они, вот, и будем эти жетоны на золотые ракушки обменивать. Поэтому, ребят, вот такой совет, то есть жетоны вы копите героев, потом обменяете их, качнув, например, Ванду на 3 звезды, или Оби на 3 звезды, или у вас есть, если у вас есть 100 жетонов, то сразу на 2 звезды качнете, у вас будет 4-звездочный герой с их основными скиллами. В самом начале сезона, понимаете? Поэтому это вам даст большое преимущество перед другими игроками. Вот такой вот лайфхак. И теперь переходим к рассмотру нового события, которое добавлено было только сегодня. Итак, ребят, вот новое событие. Море завоеваний, то есть по-английски Sea of Conquest, так как называется наша игра. Значит, сегодня открылась регистрация. Сверху можете видеть время событий с 24 февраля по 27 февраля, 3 дня. 30 игроков из 2 союзов столкнутся в яростной схватке Море завоеваний, чтобы завоевать титул истинного короля пиратов. Тут, конечно, важно находиться в топ-союзе. То есть, вот, видите, Memento Mori, например, какой большой отрыв у них в 2 раза. Давайте посмотрим по поводу правил. Я уже как-то говорил в обзоре 3-го сезона про это событие. Понятно, историю мы пропускаем, то есть вот самое главное. 2 подходящих друг другу легиона сойдутся вот на карте. В ходе матча мы получаем личные очки, потопив флагман, личные очки и очки союза, захватывая шахты, топя грузовые корабли, и много очков, больше всего, если вы будете доставлять штормовой сапфир. Штормовой сапфир добывается из центрального здания, вот этого аналога, вот алтарь океана. За него, видите, 3000 очков дают за успешную транспортировку этого сапфира, который здесь генерится в этом здании. Все остальные второстепенные здания должны быть под контролем вашего союза, то есть они на пассивке вам дают очки. Вот, как правило, стратегия какая? Вы делитесь на группы, например, в одной группе 5 человек, самые сильные игроки контролируют алтарь океана, игроки послабее контролируют шахты, самые слабые, как пушечное мясо, вокруг них плавают и защищают подступы к этим шахтам. Также слабенькие игроки могут бить просто обычные корабли и тоже за это получать очки. Я про это событие рассказывал. По поводу наград, они тут их, по-моему, чуть-чуть прокачали. Смотрите, кто победит, получит 400 изумрудов, 5 золотых ракушек. Раньше награды были поскромнее, я помню, когда обзор делал. Вот, и даже те, кто совсем немножко очков набрали, то есть 0 даже, получат 2 золотые ракушки тоже. Лучше, чем ничего. За второе место, обратите внимание, вы тоже получите 2 золотые ракушки. То есть разница, по сути, только в золотых трубках на прокачку героя. То есть трубка корифея, вот эта разница. И, по сути, больше я не вижу отличий. То есть по ускорениям то же самое. Только вот изумруды за 10 тысяч очков и выше, да, на 200 штук больше, и все. И золотые ракушки. И, видите, здесь зависит то же самое от гильдии. То есть S-класс есть, да, есть А-класс, Б-класс, С-класс. Тоже, то есть, наверное, как это будет происходить, не сразу же будет рейтинг S-класса, да, вы будете рейтинг копить. Вот, смотрите, значит... Тоже зависит от этого. Награды членов Союза, вот.
за С такая-то, 2 ракушки, значит, за именно победы и поражения есть 2 варианта. То есть хорошо, вам еще и золото будут давать на пассивке. Ну, 2 ракушки, здорово, да. В общем, это вы понимаете, то есть здесь награды участников Союза. Вот, все члены Союза получат награду в соответствии с результатами боев элитного легиона. Чем выше рейтинг элитного легиона, тем выше награда. По возможности стоит размещать участников с более высокой силой в регионе 1 элитный. Вот. И еще важно, то есть, как у нас в других событиях, если уже кто-то вступил в ваш союз уже после начала этого события, то они не получат награды. Поэтому нужно всем желающим вступить до этого события. Значит, это, видите, бои элитного легиона они отдельно сделали. Значит, смотрите, здесь вот отдельный раздел ход боя, то есть здесь журнал побед, поражений, и, как я понял, то есть участники будут разделены на легионы, или в элитном легионе самые сильные игроки, и вот в других легионах, соответственно, игроки послабее, скорее всего, лидер сможет разделять. Это уже мы посмотрим во время самого события, самого как бы геймплей, да, ну, сейчас такое предположение. Поэтому те награды, они именно для тех, кто находится в элитном легионе, то есть в группе элитный. Вот, видите, элитный регион, там было написано, что это группа только одна. Вот. По возможности стоит размещать участников с более высокой силой в регионе 1 элитный. Вот это вот подсказки. То есть, видно, R4 и R5 должны будут распределить на эти регионы всех игроков. И эта награда именно для элитного легиона. Вот. В ходе боя вы сможете увидеть, что, ну, как бы статистику каждого из легионов. Вот так вот сможете перебирать и смотреть. И также общую статистику по всем легионам. Ну, здорово, вот это новенькое, такого не было. И еще вопрос, значит, по поводу, ну, то, что я говорил в предыдущем видео в обзоре 3-го сезона, здесь они, по сути, ничего не добавили, но для тех, кто не смотрел, то есть самая главная информация, сражение между двумя союзами, вот, значит, одной синий цвет, другой красный, должны состязаться за эти вот здания, вот эта мини-карта, то есть центральный алтарь и второстепенные здания. Вот он, алтарь океана, где у нас генерится это сафиры, за которые дают 3000 очков. И, соответственно, шахты, вот, драгоценных камней. То есть очки союза начисляются и на пассивки капают. И есть 2 маленькие шахты, тоже вот среднего размера. Они ближе к стартовым портам, соответственно, их в первую очередь захватывают. Вся битва будет идти за 4 вот этих вот шахты больших и центральное здание. Вот, все, то, что я говорил, мелкие игроки, слабенькие, могут бить сюда торговцев, вот, и вам также небольшое количество очков, но уже плюс какой-то к общему числу очков. Вот. Ну и топовые игроки как раз-таки доставляют эти вот сафиры, за которые дают 3000 очков, то есть это нужно выбрать игрока с максимальным уровнем флагмана, максимальной броней, жиром, ОЗ, и все на защиту он оденется, там новый герой Магнуса поставит на флагман, вот, Ванда у него будет лечить, то есть это событие же для 3-го сезона только, вряд ли во 2-й его добавят, поэтому у него будет хорошая сборка, о которой я говорил в первой части обзора обновления, которую нереально будет пробить, и он спокойно сможет, там, даже выдерживая атаку 3 игроков, доставить вот этот вот сафир до стартовый порт. То есть он должен будет через всю карту плыть из центра вот в ваш вот этот вот порт, где вы все обмениваете, вот стартовый. Поэтому вот такое событие, ну, интересно, какую-то хотя бы динамику добавить, и лучше оно, чем, например, вот это вот Мстители глубин, где вы тупо час бьете всех монстров, и вам дают там какую-то ерунду из наград, то есть 2 ракушки и все, за то, что вы целый час это делаете. Мы сделаем потом отдельное еще видео с самим процессом боя, с геймплеем. Мы это выложим, когда событие начнется на основном аккаунте, где у меня хорошая прокачка, и я вам уже поделюсь своим мнением о событии, конкретно по сражению, тактику свою расскажу, рекомендации, в общем, отдельное видео будет именно с геймплеем. Ребят, огромное вам спасибо, что вы досмотрели до этого момента. Прошу вас только вот вступить в наш телеграм-чат, потому что осталось всего лишь 27 человек, и мы будем запускать розыгрыш. Был бы шикарным подарком к моему дню рождения, 25 февраля, чтобы здесь было 1000 участников. Соответственно, у нас будет 3 победителя, формат розыгрыша, награды мы обсудим в голосовании. То есть, как только здесь станет 1000 участников, я запущу опрос анонимный и выиграет большинство. Пожалуйста, вступайте, голосуйте. Будет шикарным подарком на мой день рождения. Все, ребят, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал. Увидимся!